В начале 2000-х годов китайские власти стояли перед огромной проблемой. Миллионы тонн пластиковых отходов, растущие свалки, города, задыхающиеся от мусора. Переработка в стране только зарождалась, технологий не хватало, а объемы росли каждый день. И тогда было принято решение, о котором долгое время никто за пределами региона не знал. В одной из пустынь на севере Китая начали выкапывать гигантские котлованы и закапывать туда пластик. Тысячи тонн, сотни грузовиков ежедневно исчезали в песках, оставляя после себя тишину и ровные насыпи, которые сливались с окружающим ландшафтом. Официально это называлось временным хранением отходов. Но что значит временно, когда речь идет о материале, который может разлагаться сотни лет? Местные жители говорили, что по ночам слышали гул моторов и видели колонны машин, уходящих в сторону пустыни. Днем там было пусто, лишь ветер поднимал песок, скрывая следы. Никто не задавал вопросов. В Китае тех лет на такие вещи предпочитали не обращать внимания. Пластик укладывали слоями, пересыпали песком, иногда поливали водой, чтобы песок быстрее слеживался. Считалось, что в условиях сухого климата пустыни отходы будут надежно изолированы. Никто тогда не думал о том, что через десятилетия это решение вернется и вернется неожиданным образом. Спустя 20 лет в этот регион приехала группа ученых-экологов. Их задачей было совсем другое – изучить влияние изменения климата на пустынные экосистемы. Но очень быстро они столкнулись с тем, чего не ожидали. В песках начали появляться странные участки земли. Казалось, будто песок потерял плотность, проваливался, образуя впадины. В некоторых местах из-под земли пробивались обломки пластика, словно сама пустыня выталкивала наружу то, что люди пытались спрятать. Ученые сначала решили, что речь идет о локальном загрязнении, но чем глубже они копали, тем яснее становилось. Под песком скрыто нечто куда большее. Под их ногами лежал настоящий пластмассовый континент, похороненный 20 лет назад. Но самое тревожное началось тогда, когда исследователи взяли пробы бытовых вод рядом с этими захоронениями. Когда первые результаты анализов оказались на столе у исследователей, в лаборатории воцарилась тишина. В пробах воды из подземных горизонтов были обнаружены следы микропластика, мельчайших частиц, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Их концентрация оказалась в десятки раз выше, чем в контрольных точках за пределами пустыни. Это означало одно – закапанный когда-то пластик начал разлагаться и проникать в водоносные слои. Но как это возможно в условиях, где дождей почти не бывает, а почва, кажется хоть и мертвой? Ученые стали искать объяснение и нашли его там, где меньше всего ожидали. Оказалось, что пустыня – это не просто море песка. Под ее поверхностью существуют сложные системы трещин, в которых накапливается и медленно движется влага. Когда пластик оказался погребен, в этих условиях со временем он начал поддаваться воздействию температурных перепадов и редких, но сильных дождей. Вода просачивалась в глубину, а затем, проходя сквозь пластмассовые слои, вытягивала и значные химические соединения. Так, пластик, который казался замусем казазас, замурованным навечно, начал возвращаться в окружающую инцидзду. С каждым днем исследователи находили все больше признаков скрытой катастрофы. На поверхности пустыни встречались участки, где песок приобретал необычный сероватый оттенок. В лаборатории подтвердили, это результат вымывания пластиковых полимеров, которые смешивались с песком. Более того, в пробах почвы появлялись следы токсичных добавок, использованных при производстве дешевых пакетов и упаковки в 1990-е и 2000-е годы. Местные жители, которых привлекли к опросу, вспомнили странные изменения последних лет. Кочевники говорили, что их скот начал чаще болеть, а вода из колодцев приобрела неприятный вкус. Врачи из ближайшего поселка жаловались на рост желудочных заболеваний и аллергий. Все это раньше объясняли общими проблемами экологии и бедностью региона. Но теперь у исследователей было другое подозрение. Источником бед мог стать именно тот кладбищенский пластик, о котором почти забыли. Когда информацию передали в Пекин, сначала на нее не обратили особого внимания. В огромной стране с сотнями экологических проблем еще одна история из далекой пустыни не казалась чем-то уникальным. Но один факт насторожил чиновников.
Ученые нашли микропластик в пробах воды, которые питали оазисы и сельскохозяйственные угодья. Это означало, что последствия захоронения могли выйти далеко за пределы безлюдных песковник. Чтобы подтвердить опасения, была создана вторая, более крупная экспедиция. В регион прибыли геологи, гидрологи и специалисты по отходам. Они привезли с собой георадары и начали сканировать территорию. Результаты оказались шокирующими. Под слоем песка скрывались десятки огромных полостей, заполненных уплотненными слоями пластика. Некоторые котлованы достигали размеров футбольного поля. Все это лежало всего в нескольких метрах под поверхностью. И в случае сильного ветра или песчаной бури мусор мог легко вырваться наружу. Но самым тревожным открытием стало другое. В одном из участков, где раньше закапывали пластик, приборы зафиксировали аномально высокую температуру почвы. Ученые сначала подумали о технической ошибке, но замеры подтвердились. Под песком происходили химические реакции. Пластик не просто лежал мертвым грузом, он медленно плавился, выделяя ядовитые газы, которые просачивались наружу. Именно это объясняло резкий запах, о котором жаловались жители ближайших кочевий. Казалось, ситуация выходит из-под контроля, но настоящая тревога началась тогда, когда экспедиция обнаружила то, чего никто не ожидал. В одном из котлованов, едва прикрытым песком, вместо привычных пластиковых пакетов и бутылок лежали бочки с промышленными отходами. Маркировка на некоторых из них указывала на химические предприятия, закрытые еще в 1990-е годы. Это означало, что под видом пластикового захоронения в пустыне могли избавиться и от куда более опасных веществ. Когда исследователи впервые увидели ржавые металлические бочки, скрытые под песком, многие из них просто замерли. Никто не ожидал найти здесь нечто большее, чем пластик. Но вскоре стало ясно, это был лишь верхушка айсберга. Метки на контейнерах указывали на предприятия химической промышленности, которые в свое время подвергались критике за выбросы ядовитых веществ. Некоторые из этих заводов официально закрыли после скандалов, но судьба их отходов оставалась загадкой. Теперь загадка оказалась прямо перед глазами ученых. Чтобы понять, что именно находилось внутри, вызвали специалистов по промышленной безопасности. Одна из бочек была вскрыта под контролем, и запах, который вырвался наружу, заставил всех отойти назад. Это был едкий химический смрад, похожий на смесь фенола и растворителей. Лабораторные анализы позже показали, в бочках хранились органические соединения, многие из которых относятся к категории канцерогенов. Они не только опасны для здоровья, но и способны сохранять активность десятилетиями. Теперь ситуация выглядела куда более серьезной. Если пластик разлагался медленно, создавая микропластик и токсины, то эти химические отходы могли в любой момент прорваться в подземные воды и вызвать катастрофу на региональном уровне. К тому же бочки хранились в условиях, совершенно не предназначенных для долговременной изоляции. Металл давно проржавел, некоторые контейнеры уже начали протекать. Ученые, пытаясь оценить масштаб бедствия, составили карту предполагаемых захоронений. С помощью радаров они обнаружили несколько зон, где плотность материала под землей была гораздо выше, чем ожидалось. Это означало, что история с биопластиковым могильником на самом деле прикрывала более крупную операцию. Массовое избавление от промышленных отходов в годы, когда Китай стремительно развивался с иконостаса и закрывал глаза на последствия. Когда эти данные попали в прессу, начался скандал. Местные СМИ осторожно сообщали Чити о недобросовестных практиках прошлого. Но независимые журналисты быстро подхватили тему и стали публиковать фотографии и интервью с жителями. Люди рассказывали о том, что еще в 2000-е годы они видели колонны грузовиков без номеров, которые по ночам ехали в сторону пустыни. Тогда никто не знал, что они везли. Но теперь все стало ясно. Государственные структуры оказались в сложном положении. Признать масштабы проблемы значило признать собственные ошибки, но игнорировать ситуацию тоже стало невозможно. Исследования доказали, что токсичные вещества уже попали в водоносные горизонты. В пробах воды из ближайших колодцев обнаружили фенолы и следы тяжелых металлов. А это уже не просто загрязнение, а прямая угроза здоровью людей.
Тем временем местные жители начали замечать пугающие изменения. В одном селе у нескольких детей диагностировали редкие заболевания дыхательных путей. В другом поселении резко возросло число случаев рака желудка. Конечно, врачи не могли напрямую связать все это с захоронением отходов, но совпадения были слишком очевидными. Ученые били тревогу: если не принять меры прямо сейчас, последствия могут стать необратимыми. Они предлагали срочно начать работы по извлечению бочек и пластика, но здесь возникла новая проблема. Как только в пустыне появлялись строительные машины и экскаваторы, песок начинал двигаться, а котлованы проваливаться. Несколько раз техника буквально утопала в зыбучих массах, и работы приходилось останавливать. К тому же каждый раз, когда вскрывались новые захоронения, в воздух поднимались токсичные испарения. Рабочие жаловались на головокружение, кашель, тошноту. Даже в защитных костюмах и масках находиться рядом с разлагающимися отходами было трудно. Это означало, что очистка потребует колоссальных средств и технологий, которых в регионе просто не было. Но настоящая тревога началась тогда, когда выяснилось, что захоронения не ограничиваются одной пустыней. По слухам, подобные кладбища отходов могли существовать и в других регионах Китая, где власти в начале 2000-х искали быстрое решение проблемы мусора. Если эти слухи подтвердятся, речь пойдет уже не о локальной трагедии, а о масштабной экологической бомбе замедленного действия, разбросанной по всей стране. И вот когда экспедиция готовилась к новым раскопкам, один из геологов заметил странность. В районе старого котлована поверхность песка начала подниматься, словно что-то снизу выталкивало его наружу. Сначала решили, что это обычное движение грунта, но через несколько дней стало ясно: под песком происходит нечто, что никто не мог предсказать. Сначала подъем песка казался мелочью, маленькая возвышенность, которую ветер мог сформировать за несколько дней. Но с каждой неделей бугор становился все выше. Внутри экспедиции начали спорить, что это естественный процесс или результат давления отходов снизу. Чтобы выяснить правду, ученые решили пробурить скважину. Но когда бур достиг слоя на глубине около 4 метров, инструмент застрял. Из отверстия вырвался едкий газ, от которого рабочие в панике бросились назад. Приборы показали высокую концентрацию летучих органических соединений. Это означало, что под землей идет активная химическая реакция. Пластик и промышленные отходы, оказавшись вместе, образовали непредсказуемую смесь, которая медленно кипела под давлением и температурой. Теперь стало ясно, что песчаный бугор – это не просто движение грунта, а настоящая газовая подушка, готовая прорваться наружу. Чтобы оценить риск, пригласили специалистов по промышленной безопасности. Они сделали расчеты и пришли к пугающему выводу: если давление будет расти теми же темпами, вскоре произойдет выброс. И речь шла не о небольшом загрязнении, а о масштабной аварии, которая может затронуть не только пустыню, но и ближайшие населенные пункты. Новость просочилась в СМИ, и регион охватила паника. Жители ближайших деревень требовали эвакуации. Люди боялись, что токсичный газ накроет их дома, а вместе с ним придут болезни и смерть. Чиновники пытались успокоить население, заявляя, что ситуация под контролем, но сами же тайно отправляли семьи подальше от опасной зоны. Тем временем ученые ломали голову, как обезопасить регион. Одним из предложений было провести контролируемый выброс газа и сжечь его на месте, но это грозило загрязнением воздуха и международным скандалом. Другой вариант – срочно закачать в пустыню бетонные смеси, чтобы изолировать отходы. Но такие операции стоили миллиарды и требовали технологий, которых в Китае тогда не применяли. В это время экспедиция сделала Массасим, сделала еще одно тревожное открытие. В нескольких километрах от главного котлована, где раньше вели исследования, стали появляться новые провалы. Сначала это были небольшие ямы, но потом одна из них разрослась до размеров здания. Песок уходил вниз, обнажая пластиковые пласты и металлические бочки. Это означало, что вся система захоронений начала разрушаться, и теперь никто не мог предсказать, где и когда земля снова провалится. Журналисты, которые продолжали расследование, вышли на бывшего водителя грузовика, участвовавшего в перевозках отходов. Его рассказ стал настоящей сенсацией. Он утверждал, что в начале 2000-х колонны машин работали круглосуточно. Грузовики везли не только пластик, но и особые контейнеры, которые охраняли военные.
Никто из обычных рабочих не знал, что именно в них находится. Но, по его словам, их закапывали гораздо глубже и в отдельных зонах, куда даже он не имел доступа. Эта информация вызвала новые страхи. Если в пустыне захоронили что-то еще более опасное, чем химические отходы, то последствия могли быть катастрофическими. Экологи предположили, что это могли быть токсичные вещества из оборонной промышленности. Подобные случаи уже случались в других странах, когда опасные материалы прятали вдали от глаз, рассчитывая, что песок все спрячет. Между тем, давление в газовом куполе продолжало расти. Ученые фиксировали все больше утечек. На поверхности появлялись мелкие трещины, из которых выходил запах пластика и химикатов. Птицы и мелкие животные начали избегать этих мест, а у нескольких исследователей после работы на территории появились странные симптомы – сыпь, слабость, головокружение. Правительство, наконец, признало, ситуация вышла за рамки локальной проблемы. В регион прибыли военные инженеры и начали готовиться к масштабной операции по ликвидации угрозы. Но чем глубже они исследовали территорию, тем больше понимали, что справиться с этим будет крайне трудно. Количество отходов измерялось уже не тысячами, а миллионами тонн. Именно в этот момент экспедицию ждало новое открытие. Когда одна из разведывательных групп обследовала боковой котлован, они нашли следы воды. Это показалось невозможным. Пустыня всегда считалась засушливой, но под слоями песка обнаружился подземный поток, который медленно двигался в сторону ближайшего оазиса, а значит, токсины и микропластик уже путешествовали вместе с водой. Это открытие стало поворотным. Теперь речь шла не только о пустыне и нескольких деревнях. Загрязнение могло достичь рек, а значит выйти на территорию соседних провинций. И если это случится, масштабы катастрофы превысят все ожидания. И вот когда казалось, что ситуация уже не может ухудшиться, произошло событие, которое потрясло всех. Ночью во время сильной песчаной бури один из котлованов прорвался. Газ, копившийся десятилетиями, вырвался наружу, с гулом, слышным за километры. Утром экспедиция обнаружила на месте ровной поверхности гигантскую яму, из которой клубился дым. А рядом с этим провалом песок обнажил то, что никто не ожидал увидеть. Утро после бури оказалось похожим на кадры из постапокалиптического фильма. Там, где еще вчера был ровный песчаный склон, зияла огромная черная дыра. Из нее поднимались клубы густого дыма с удушливым химическим запахом. На поверхности валялись обломки пластика, куски ржавого металла, а вместе с ними неизвестные контейнеры, половина которых уже разрушилась. Их содержимое растекалось по песку, оставляя ядовитые следы. Ученые и военные, прибывшие на место, были ошеломлены. Первые пробы показали, что это не просто промышленные отходы. В смеси оказались тяжелые металлы, фенолы, следы нефтехимических растворителей и даже вещества, использовавшиеся в производстве пестицидов. Все это смешивалось, образуя токсический коктейль, который под действием солнца и ветра быстро разносился по округе. Людей из ближайших деревень срочно эвакуировали, но ветер уже сделал свое дело. Ядовитое облако ушло на десятки километров, накрыв пастбища и оазисы. Животные начали погибать буквально за считанные часы. Сотни голов скота лежали неподвижно, а кочевники в панике покидали свои дома. Для многих это стало личной трагедией. Потеря стад означала потерю единственного источника дохода и пищи. Власти пытались контролировать ситуацию. В регион направили десятки пожарных машин, чтобы засыпать котлован специальными реагентами. Но каждый раз, когда они приближались, новый выброс газа заставлял спасателей отступать. Песок будто сам сопротивлялся, выталкивая наружу все, что пытались скрыть 20 лет назад. Тем временем ученые анализировали данные и приходили к ужасающему выводу. Этот случай был лишь вершиной айсберга. Если в одной пустыне удалось найти миллионы тонн отходов, то сколько еще подобных захоронений скрывается в других регионах, и что будет, когда они тоже начнут разрушаться? Один из старейших членов экспедиции, профессор-эколог с 30-летним стажем, произнес фразу, которая попала в газеты. «Мы думали, что спрятали мусор от самих себя, но он никуда не исчез.
Он ждал момента, чтобы напомнить, что природу нельзя обмануть. Скандал вышел на международный уровень. Экологические организации обвинили Китай в сокрытии данных и потребовали прозрачности. Некоторые страны предложили помощь, но одновременно использовали ситуацию как повод для давления. В ответ китайские власти начали собственное расследование, обещая найти виновных среди тех, кто принимал решения 20 лет назад. Но простых людей мало интересовали политические заявления. Для них важно было одно – вода, земля и воздух, которые они считали чистыми, оказались заражены. На фоне всего этого произошел еще один пугающий поворот. Через несколько недель после прорыва котлована в соседней провинции зафиксировали странное явление. Река, питающая десятки деревень, внезапно изменила цвет. Вода стала мутной, с радужной пленкой на поверхности. Анализы подтвердили самое страшное. Загрязнение добралось до водных систем. Микропластик и токсичные вещества теперь не только в песке и воздухе, но и в реках, которые впадают в крупные озера. Это означало, что последствия будут чувствоваться не десятилетиями, а столетиями. Рыба погибала, сельское хозяйство оказалось под угрозой, а люди начали терять доверие к власти, которая когда-то уверяла, что пластик в песке безопасен. И все же самая большая загадка оставалась нерешенной. Среди обломков, выброшенных на поверхность после бури, оказались металлические контейнеры без маркировки. Их содержимое никто официально не назвал. Доклады об этих находках исчезли из открытого доступа, а ученых, которые пытались говорить об этом, заставили замолчать. Ходили слухи, что внутри были материалы военного происхождения. Если это правда, то последствия еще страшнее, чем кто-либо мог представить. Сегодня этот регион остается закрытым для посторонних. Доступ туда ограничен, а официальные отчеты сводятся к сухим формулировкам о мероприятиях по ликвидации последствий. Но среди местных жителей ходит убеждение: пустыня никогда не вернется к прежнему состоянию. Она стала огромной раной, которая напоминает о том, что нельзя закапывать свои ошибки в надежде, что время их скроет. И когда смотришь на эти кадры – ржавые бочки, черный дым, мертвый скот на фоне песчаных дюн – невольно задаешь себе вопрос: сколько еще подобных бомб закопано в разных уголках мира? И сколько времени пройдет, прежде чем они начнут взрываться одна за другой? Обязательно подпишитесь на наш канал.